Сурикова. Мы попали в очень сложную ситуацию. Мы живем в провинциальном городе Бийске Алтайского края. В России. В России, да. Причиной этой сложной ситуации оказалось написание несколько лет назад мною в основном романа «Русская монархия» о судьбе русской монархии в России. Это был интеллектуальный спор на радиостанции «Эхо». И представить себе, что он может повести за такие сложнейшие последствия для меня и моей семьи, я, как человек во многом идеалист, во многом интеллектуал, во многом гуманитарий, самый настоящий филолог и самая настоящая русская интеллигенция, представить себе не могла. В чем дело? Здесь до сих пор даже некому об этом рассказать, о преследованиях нашей семьи. Здесь нет независимых СМИ, все молчат, совершенно все. Блогером каким-то знаменитым писал, молчание. То есть здесь все прикручено, да, здесь никто пикнуть не может. Суть этого романа сводится к тому, что большевиками в 1917 году незаконно была свергнута наследственная власть русской монархии в России. И Николая II, да, Романовых монархии. Да, Романовых. Да. И независимо от того, кто там считает, что отрекся Николай II от власти, дело в том, что власть должна перейти его законному наследнику. И не обязательно только одному. Да. Даже если он отрекся. Даже если он отрекся, даже тот, кому он должна перейти, он тоже может отказаться и попросить следующего. Так демократично была организована у них власть. Тот, кто возьмется, и тот, кто сочтет нужным и возможным вести за собой Россию, стать в ее главе. Недавно я прочитала в СМИ, там широко муссируется байк о том, что Николай II отрекся от власти. Мы не знаем. Я как-то раз Документов нет. пыталась найти документы, ничего там непонятно, какие-то подписи непонятно, что там, ничего не исследовано, ничего не известно. Может быть, его просто заставили, потому что... Ну и документов не предоставили, собственно. Да, Где нет его документов. подпись, где его отречение. Это полный бандитизм Вот со стороны большевиков, да? 15 марта 100 лет исполнилось, как Николай II якобы отрекся от власти. Хорошо. Власть должна перейти его законному наследнику. Сегодня я зашла в интернет и посмотрела, там уже 11 или 18 кандидатов на пост президента России. Но дело в том, что они тоже не могут претендовать на эту власть по одной простой причине, что она не предложена законному наследнику, что это нелегитимная власть, понимаете? Она захвачена насильственным Ну, то есть методом. с 17 года выборов честных в России не было, это же понимают все. Да выборов власть не должно передается? быть. Она передается. Какие тут выборы, ребята? Ну что вы? То есть это сначала была коммунистическая монархия, теперь капиталистическая монархия, где сам гарант Конституции меняет постоянно Конституцию, да? Под себя. Сам же выдвигает себя на пост президента, Это же просто сам смешно. организовывает эти выборы. Путин 2018, это же просто смешно. И не стыдно вообще. А другие кандидаты почему думают, что они могут победить в таких выборах? Я так не Может думаю. быть, и думают, может быть, их заставили баллотироваться. Но это просто для отвода Мы глаз. не знаем, да. Но во всяком случае ни одного человека от монархии, от законных наследников в выборах этих участвовать не будет. Да он Потому и не что они должен. не должны участвовать в этих выборах. Это потому что их это их власть. законная власть. Их на самом законная деле, власть. по праву. А И то, за 20 лет первое, путинской монархии что мы видим? Нищенская пенсия – это итог вашей политической Нищая Россия. жизни и бизнес-жизни, нищая Россия. И вам не стыдно в Нет ни 2018 году велфора, ни выдвигаться? приличных зарплат, Что вы можете ничего. предложить, Нет, дело Что в вы том, за 20 лет уже достаточно, чтобы что-то сделать? чтобы понять? Вот пример Сингапур, допустим, мы смотрели. Прекрасная страна, За 30 лет развита. развита. Зарплаты от 2 до 6 тысяч долларов. у каждого, У каждого. не меньше, от 2 до 6. Нам говорят... А вы никого не уважаете, господин Путин. У вас зарплаты и у ваших чиновников, и у пенсионеров, и здесь работающих 10-20 тысяч. Это просто позор. Вот Да к чему какие вы пришли за 20 лет. Я Позору. получаю 8 тысяч какой-то социальной пенсии. Всю жизнь я работаю. Кто ее назначил? Это ФСБ тебе Когда? назначило. Каким Всю жизнь за образом? тобой следят, Да. всю жизнь вставляют палки в Вы колеса. знаете, вот я сейчас вышла из дома, нужно быть здесь, Чтобы обладать это всё хорошей смелостью, чтобы выйти. У дверей меня встретил бомж. Бомж, он стоит и ждет. Мы каждый день видим вот этого Да. человека. Как Знаете, только мы вышли, он сразу идет рыться в помойке рядом. В
подъездом. А вы знаете, здесь бомж в сибирском городе, где стенки запаяны, двери Здесь закрыты. зима и минус 30 градусов, он не Он может пережить эту зиму. Ни просто. одного дня не переживет, он замерзнет. Потом Все второго теплотрассы, пошли. все подъезды здесь. завалено. Всё Это завалено. какой-то геноцид против людей, потому что здесь ни ночлежек нет, негде им ночевать, Никакой и они социальной выгоняются помощи. на улицу и просто погибают. да. Откуда они взялись? Откуда Здесь они целый взялись? десант Откуда бомжей. столько бомжей в городе после зимы? Сейчас вот наступает весна, март. Зима была довольно-таки суровая, как всегда в Сибири. Это намек на то, что мы станем в конце концов бомжами и что у нас в конце концов Здесь мир серьезная превратится. операция по слежке развернута ФСБ. За нами. местным, Да. Мы пришли вчера в магазин в ленту. Боже мой, я И все смотрю, те же, которые были Да. до этого в парке, гуляли с колясками. Давление и, своеобразное. обыватели, они теперь там. То есть одни и те же люди, то есть, следят. Это видно. Это давление называется. А вы психологически. чем занимаетесь вообще? Вам не стыдно Здесь этим негде, заниматься? негде Прессовать семью, простую семью, которая интеллигенция, которая никаких в политике никакой не участвует, в общем-то. Это интеллектуальная книга. Это книга, написанная по историческому материалу. Был диктатор Франко, который передал законную власть, которую он захватил, законному наследнику испанскому королю. И в Мы Испании- несколько лет назад написали, я написала в Лив-Джорнале, мы написали в блогах об этом. Даже обращение к вам писали, что где просили вас передать законному наследнику монархии Романовых власть. Когда вы устанете от власти просто. То есть мы даже никаких шагов не предпринимали, чтобы у вас отобрать эту власть, Владимир Владимирович. Да мы не являемся вашим политическим соперником. Я не стою ни в одной партии, и ни в одном движении, ни в чем. Понимаете, я интеллектуал. А вы преследователь интеллектуалов в России. Мы создатели русского бренда. Мы, собственно, заняты Современные в художники. последнее время заняты созданием коллекции Поэт русского Кэт бренда. Ган, да. А я Собственно, она занималась. больше сделала, чем вы в России. Что вы сделали? Итог – нищенская пенсия после 20 лет вашего правления. Вы политик, Это вы должны позор были для заниматься политика. политикой. Да? Как для президента. Это позор. Да? Это факт. Мы больше сделали Вы как- современные фотографии. Смотрите наши фотографии. Видно, что мы Что мы фотографы фотографы. современные. А не видно, что вы президент. А вы отрезали все пути зарабатывания денег. Люди бегут. С кем-то договоришься, он не приходит на встречу. Придет, убегает. Обрезать деньги. Всё. Да? Да, Красиво. да. Такими некрасивыми методами. Человек вдруг начинает... Мы договорились о фотосессии, да, свадебной. И на следующий день, день прошел, да, а он звонит и отказывается от нее. Почему? И таких случаев просто 80%. А у нас прекрасный отзыв со всего мира о нашей свадьбе. А некоторые еще пишут заявления даже в милицию по каким-то выдуманным причинам просто. Ну, вот примерно так. Вот это мы хотели сказать. Назовем видео. Путин и русская монархия. Да. Путин, выборы 2018. Выборы 2018. Путин, выборы 2018.